Перевод стиха. Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о Нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождений и смертей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Сказанное в этом стихе в первую очередь относится к современному обществу, в котором люди практически лишены возможности получить духовное образование. Даже те, кто считают себя атеистами, агностиками или философами, по-настоящему не знают философии. Но обыкновенные люди, если они достаточно благочестивы, могут обрести духовное знание в процессе слушания. Этот метод очень важен. Господь Чайтанья, проповедовавший сознание Кришны в нашу эпоху, придавал ему огромное значение, ибо просто внимая авторитетным наставникам, обыкновенный человек может духовно совершенствоваться, особенно если он, как учил Господь Чайтанья, слушает трансцендентные звуки мантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Поэтому говорится, что каждый человек должен слушать тех, кто осознал свою духовную природу, и с течением времени ему откроется все. Тогда он обязательно начнет поклоняться Верховному Господу. Господь Чайтанья говорил, что в наш век человеку, стремящемуся осознать себя, не нужно менять свое положение. Однако он должен отказаться от попыток постичь абсолютную истину с помощью философских рассуждений и научиться служить тем, кто уже постиг Верховного Господа. Если человеку посчастливится найти прибежище у чистого преданного и услышать от него о науке самоосознания, то, идя по стопам своего учителя, он сам со временем станет чистым преданным Господу. В этом стихе Кришна настоятельно рекомендует слушать авторитетных наставников, и это очень важно, хотя обыкновенные люди зачастую не обладают способностями, которыми наделены те, кто мнит себя философами. С верой, внимая авторитетному наставнику, даже такие люди могут освободиться из материального плена и вернуться домой, к Богу. Ане твевама джананта шутяне вякупасите те прикшати трантева мритим шути прайна. Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о Нем от других. Благодаря своей склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождения и смертей. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasharane Nirvishesha Srinivadi Paskatya Desadharana. It is said that in Treta Yuga, or in Satya Yuga, the process of self-realization was meditation. Говорится, что в сати-югу процессом самоосознания является медитация. Kriteta Dayato Vishnu, Tretayam Yajato Mukai, Dwarpayam Paricharya, Kalota Dari Kirtana. People, their consciousness was so clear they could simply sit and think about Krishna. Сознание людей настолько чисто, что они могут просто сесть и сконцентрироваться на Кришне. They were not disturbed by trying to enjoy the material world. И таким образом они не пытаются наслаждаться материальным миром. Sometimes we find that people in the country who live in the country are generally more peaceful. Иногда мы можем видеть, что люди, живущие не в городе, они более умиротворены. There is not so many billboards. Там нету таких больших билбордов с объявлениями. There are not so many cars. Нет машин. Generally, people dress in a reasonable way. И люди одеваются по-нормальному. The air is fresh. Воздух чист. People are generally more friendly to each other. Люди обычно более дружелюбны друг к другу. There's less distraction. Там меньше отвлекающих факторов. Therefore, generally, people are more peaceful. Поэтому в большинстве своем люди более умиротворены. So, in Satya Yuga, there was no material so-called advancement.
В Сатья-югу не было так называемого материального прогресса. People would simply were in ecstasy, Все люди просто были в экстазе, thinking about Krishna. думая о Кришне. But in Treta Yuga, when some idea of gratifying the senses was introduced, Но в Трета-югу, когда появилась уже некоторая идея об удовлетворении собственных чувств, then people performed some sacrifice люди стали проводить жертвоприношения, to utilize their extra energies. чтобы использовать свою лишнюю энергию. And when they utilized their extra energies, they were able to be peaceful. И таким образом, используя свою лишнюю энергию, они могли быть умиротворены. When they used their extra energy in sacrifice, То есть они использовали свою лишнюю энергию в жертвоприношениях. then they could sit down peacefully and meditate upon Krishna. А после этого они могли сесть и мирно медитировать на Кришну. In Dwapara Yuga, when people became even more absorbed in trying to enjoy the material world, В Двапара-югу люди еще более стали поглощены идеей наслаждения. they directly served the form of the Supreme Lord И они уже стали поклоняться непосредственно в форме Верховного Господа, that was in the temple. что происходило в храме. And that way they became inspired to perform sacrifice or service to the Supreme Lord. Таким образом, они вдохновлялись на жертвоприношение, на служение Богу. And by performing that sacrifice or service of the Supreme Lord, then they were able to meditate and trance upon Him. Совершая это служение, это жертвоприношение Богу, они могли войти в экстаз, в транс служения Ему. But in Kali Yuga, people are so disturbed Но в Кали-юге люди настолько не сконцентрированы, that the only reasonable process is Harinam Sankirtan. что единственным возможным процессом является Харинама Санкиртана. That one can learn how to take shelter of Krishna. И единственное, что могут люди сделать, это научиться, как принимать прибежище у Кришны. Previously, we find Queen Kunti. Раньше мы можем видеть, как царица Кунти, She was praying to Krishna for protection. как она молила Кришну о защите. She said, Vipadak Shanti Takshasvat Tatra Tatra Jagat Guru Bhavato Darshanam Yasyat Apana Bhavadarshana. She was praying to have more and more calamities. Она молила, чтобы эти беды приходили вновь и вновь. Because when there was some difficulty, she naturally turned to Krishna for protection. Потому что, находясь в сложной ситуации, она естественным образом обращалась к Кришне за защитой. And Krishna would come and protect them. Кришна приходил и защищал ее. And therefore, by such meditation upon Krishna, she said, we'll no longer see the repetition of birth and death. Благодаря такой медитации на Кришну, она говорит, что мы не будем видеть больше повторяющихся рождений и смертей. In Dwapara Yuga, Queen Kunti had to pray for calamities. В Двапара-югу Кунти приходилось молиться о сложностях, But we're very fortunate но мы очень удачливы, because we're in Kali Yuga. потому что мы в Кали-югу. There's no need to pray for calamities. Сейчас нет никакой нужды молиться о сложностях. They just happen one after another. Они приходят одна за другой. Vishan Mahagne Purushara Darshana. That Vishan Mahagne, Queen Kunti, Bhima was fed poison. Однажды Бхиму отравили. The Kauravas tried to kill Bhima. Кауравы пытались убить Биму, Bhima was not a very good relative. потому что Бима они не считали очень уж хорошим родственником. Sometimes Duryodhana and his 100 brothers would climb into a tree. Иногда Дурьодана и сотни его братьев забирались на дерево. And Bhima, in playfulness, would take the tree and simply shake it. А Бима, играючи, подходил к этому дереву и начинал трясти его. And the brothers would fall out of the tree, А братья падали с этого дерева, break their arms and legs. ломая себе руки, ноги. But it was all just playfulness on the part of Bhima. Но для Бима это было просто игра. So they decided to offer him a birthday cake Поэтому эти братья решили ему предложить торт на день рождения. made out of Kalakutta poisoning. И торт состоял из яда калакута.
And they were singing happy birthday to you. Вот так они пели. Din Rajdinya. Shastri. But actually they were singing happy death day to you. Но на самом деле они пели «С днем ухода тебя». So he ate the whole cake. Он съел весь торт. He offered some to his brothers, but his cousins, but they said, no, it's your birthday, you should eat the whole thing. Он предложил им тоже по кусочку, но они отказались, это же ведь твой день рождения, поэтому ешь весь торт. Bhima said, oh, I feel a little tired after eating the birthday cake. Бхима сказал, я немножко устал, съев этот весь торт. They said, oh, it's completely normal, don't worry about it. Все нормально, не беспокойся об этом. Take a little rest. Отдохни. So Bhima lay down, И Бхима заснул, completely asleep. полностью погрузился в сон. So they took Bhima and they carried him to a lake. Они взяли Бхиму и отнесли к озеру. They filled the lake with poisonous snakes. В озеро они подкинули ядовитых змей And they threw him into the lake. и кинули Бхиму в это озеро. And all the snakes began to bite Bhima. И все эти змеи начали кусать Бхиму. But their poison counteracted the other poison. Но их яд, он противодействовал яду в торте. So Bhima woke up and killed all the snakes. И из-за этого Бхима проснулся и поубивал всех этих змей. Similarly, Vishan Mahagne, the Kauravas gave the Pandavas a house made out of black. Другой раз Кауравы предложили пандавам дом, сделанный из шелока. And they set it on fire. И потом подожгли его. The Pandavas, they ran into the forest. Пандавы убежали в лес. And there was a Purushana Darshana. There was a man-eater to eat them. И также был один людоед, который должен был их съесть. And after killing the man-eater, Убив этого людоеда, then later on there were so many other calamities. с ними произошло множество других бед. Asada Sabaya, Draupadi was brought into the assembly of the Kauravas. Одно из них это когда Драупади привели в собрание Кауравов. After Yudhisthira Maharaj had lost his bet, После того, как Юдхиштхира Махарадж проиграл все, and they tried to strip Draupadi naked. и они попытались раздеть Драупади догола. Then there was a great war. Затем была великая битва. Before the war, Vana Vasa Krishita. They lost the bet, they were put into the forest for 14 years. Но перед битвой, проиграв в кости, они удалились в лес на 14 лет. They came back to fight the Kurukshetra war. Вернувшись, они сражались на поле битвы Курукшетра. Mriday, Nega, Maharatastra, and all kinds of Brahmastra weapons were being thrown at them. В них запускали различные оружия, брахмастры. Finally, they practically won the war. В конце концов, они практически выиграли эту войну. Dronastra, then Dronacharya, he threw his weapon. Но The затем, son of Dronacharya, Ashwatthama, threw Brahmastras at the Pandavas. сын Дроначарьи Ашватхама запустил брахмастру в пандавов. So many problems. Столько много проблем было. But these problems were the inspiration for them to turn to Krishna. Но все эти проблемы вдохновляли их обращаться к Кришне. Therefore she says, Jan Maheshwarya Shuta Shibir Edamanak Madak Puman Naivahat Yavadatu Vai Tvam Akinchana Gochara. That anyone who becomes proud of his material position, Поэтому она говорит, что любой, кто начинает гордиться своим положением, everyone is hankering for a better material situation. все, кто желают получить лучшее материальное положение, More wealth, больше богатства, better material position, лучше положение, more personal attraction, стать более привлекательным, and more material education. стать более образованным. That we ourselves are spiritual souls.
Но все мы являемся духовными душами. We're bewildered by our identification with this gross and subtle material bodies. И мы сбиты с толку, отождествляя себя с тонкими и грубо материальными телами. We're already intoxicated by material identification. Мы опьянены этим дурманом материальных отождествлений. But when one hankers after more and better material circumstances, Поэтому каждый желает для себя улучшить материальное положение. then one becomes mada or mad. Таким образом, все становятся мада или сумасшедшими. And one who's mad, he cannot chant the holy name with feeling. Сумасшедший не может повторять святое имя с чувством. Balasya neha sharnam pitaro nishingha nartasya jagadam udanvatam majitao now taptasya tat privati vidir ehandrashestas tvadvido tanubritam tvad upekshitana. Prahlad Maharaj prays Прохлада Махараджа молит. that one may have very nice parents. У человека могут быть очень хорошие родители. They may try and take care of the child very nicely. Они могут пытаться заботиться должным образом о ребенке. Still the child may die. Но, несмотря на это, ребенок может умереть. The doctor may be expert. Доктора могут быть экспертами. They may be very nice medicine. Может быть, есть хорошие лекарства. But still the patient may die. Но все равно пациент может умереть. One may have a very nice boat У человека может быть хорошая лодка, that's sure to cross the ocean, которая поможет ему переплыть океан. but still it may sink. Но все равно она может потонуть. Prabhupada gives the example of the Titanic. Прабхупада приводит пример Титаника. It was supposed to be unsinkable, Титаник считали непотопляемым. but because it hit an iceberg, the boat sank. Но из-за какого-то айсберга все на этом корабле потонули. And so many people died. Корабль потонул, и столько людей погибло. One man was on the Titanic. Один человек, который был на Титанике, He was working in the boiler room. он работал в котельной. The engine exploded. И там взорвался двигатель. The oil from the engine flew everywhere. И масло из котла разлетелось повсюду. He was completely covered with oil. Масло покрыло его полностью. Thrown into the ocean. И его выбросило в океан. But because he was covered with oil, he was able to survive. Но из-за того, что он был весь покрыт маслом, он смог выжить. The water was practically the same temperature as the ice. Вода была практически той же температуры, что и лед. No one could live more than a few minutes in ice water. Никто не может продержаться больше пары минут в ледяной But воде. he survived. Но он выжил. 1 month later, Через 1 месяц he was in America, он был в Америке. walking down the street, Шел по улице, intoxicated, пьяным был. celebrating that he had survived the Titanic. Он отмечал то, что он выжил в гибели Титаника. In his intoxicated state, he tripped. И He fell. и будучи пьяным, он споткнулся и упал. And he fell into the street, Упал на землю, right next to the sidewalk. прямо рядом с тротуаром. It had just rained, И начался дождь. and there was 2 centimeters of water on the street. И на тротуаре было где-то 2 сантиметра воды. His nose fell into the water, Его нос попал в эту воду, and he drowned. и он утонул. We may try in so many different ways to take shelter of the material energy. Мы можем пытаться принять прибежище у материальной энергии разными способами. But if Krishna wills, we won't find any shelter here. Но если Кришна того желает, но помимо Кришны мы не можем найти никакого другого прибежища. And even if Krishna wills, no one lives here forever. И даже если Кришна того пожелает, никто не сможет здесь жить вечно. Even we temporarily find some shelter here, ultimately we have to leave. Даже если мы временно сможем найти какое-то прибежище, в конечном счете нам придется уйти. Therefore, the only real shelter is to take shelter of the supreme shelter. Поэтому единственное настоящее прибежище – это прибежище у Всевышнего. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, Gyane Priyasam Udapa, or actually it's Lord Brahma, he says,
Gyane priyasamudapasthanamanta eva, that try to give up this anxiety we have. Поэтому Господь Брахма говорит, попытайтесь оставить то беспокойство, которое есть у вас. Everyone's in anxiety trying to figure out how to make themselves safe and happy here. Каждый, кто пребывает в беспокойстве, должен научиться, каким образом он может быть в безопасности и счастлив. But Lord Brahma says, Gyane priyasam udapasthanamanteva. Just give up this tendency to speculate. Но Господь Брахма говорит, просто оставьте эту тенденцию к спекуляциям. And namanteva, become submissive. И станьте покорными. But submissive to what? Jivanti sanmukaritam bhavadiya vartam. To the words spoken by the great sages. Покорными чему? Словам, которые говорят великие мудрецы. Ultimately, there is no hope for the material to live in the material world. There is no hope for one who's living in the material world. В конце концов, ни у кого живущего в материальном мире нет никакой надежды. But if one opens oneself up to the spiritual knowledge, но как только человек открывает себя духовному знанию, then stanestita, one learns there's no need to change our position. Человек понимает, что нет необходимости ничего менять. Stanestita shuddhikatam. Simply we have to learn how to hear submissively. Мы просто должны научиться слушать покорно. The words are just like an ocean of nectar. Потому что эти слова, они подобны океану нектара. And if we simply open our heart and allow them to enter, если мы просто откроем свое сердце и позволим этим словам войти, and with our body, mind, and words become inspired to serve the message of Chaitanya Mahaprabhu, и своим телом, словами и поступками будем желать служить миссии Чайтаньи Махапрабху, then Krishna, who's Ajita, who's unconquerable, то Кришна, который является Аджита, непобедимым, by any material means, никакими материальными способами нельзя его победить. then he becomes conquered by the devotee. Его могут завоевать преданные. If we dedicate our energies to Krishna, если мы используем свою энергию для Кришны, if we open our heart to Krishna, открываем свое сердце Кришне, then Krishna becomes conquered by the devotee. Кришна покоряется преданным. And one is able to experience one's awareness of Krishna. И тогда человек сможет ощутить, насколько он действительно сознает Кришну. There is no need to change from one position to the next. Нет никакой нужды менять положение с одного на другое. We don't even have to worry about what other people are doing in the world. Мы также не должны беспокоиться о том, что делают другие люди в этом мире. We don't have to worry about anything beyond our own selves. Мы не должны беспокоиться ни о чем, что выходит за рамки нас самих. Simply we have to surrender to Krishna ourselves. Точно так же сами мы должны предаться Кришне. And then Krishna will allow us to do something for good for others. И тогда Кришна позволит нам делать нечто доброе для других. If we just give up our anxiety если мы просто оставим свои беспокойства, about what's going to happen in this material world to ourselves, что же произойдет со мной в этом материальном мире, and become anxious to find out how I can spiritually develop, и будем желать узнать, как мы можем развиваться духовно, then the result is that we'll become more and more receptive to the transcendental message. результатом этого будет то, что мы все больше и больше сможем воспринимать трансцендентное послание. There is a transcendental television in everyone's heart. У каждого в сердце находится трансцендентный телевизор. Unfortunately, living in the material world, our transcendental television has become broken. Но, к сожалению, живя в этом материальном мире, мы сломали этот трансцендентный телевизор. Therefore, the expert repairman, таким образом, нам нужен опытный ремонтник, who knows how to repair transcendental television, который знает, как ремонтировать трансцендентные телевизоры. namely Srila Prabhupada. Я говорю о Шриле Прабхупаде. He's given us manuals how to repair the transcendental television within our heart. Он дал нам инструкцию, как мы можем отремонтировать трансцендентные телевизоры в нашем сердце. And when the television is repaired, когда этот телевизор
починен, we can turn on the channel Krishna мы сможем настроиться на Кришну and actually see Krishna within our television. и сможем увидеть Кришну на этом телевизоре. His form, see all his friends, Сможем увидеть его форму, его watch друзей, them perform their activities. какие действия они совершают. It is simply a question of following the transcendental advice of the transcendental repairman, Srila Prabhupada. Единственное, что нам нужно сделать, это следовать трансцендентным наставлениям вот этой трансцендентной инструкции по ремонту. That we may not have any qualifications. Возможно, у нас нет никакой квалификации. We cannot concentrate so easily. Мы не можем сконцентрироваться так просто. We don't have the power to understand things intellectually. У нас нет разума, чтобы понимать вещи, как они есть. Nor are we great renouncers, Мы не являемся великими, у нас нет willing to perform sacrifice. отречения, мы не можем проводить жертвоприношения. Nor do we have very much to sacrifice. Да и приносить жертву-то нам особо нечего. But if we hear the transcendental message Но если мы слушаем трансцендентное послание and learn to become submissive и учимся быть покорными, and give up the tendency to try to find shelter in the material world, оставляем свою тенденцию поиска прибежища в материальном мире, people make so many arrangements in the world, all to find shelter. все, что делают люди в материальном мире, это они просто ищут прибежище. As I've told the story before, Я уже говорил эту историю раньше. one Brahmin was by the river. Один браман был у реки, He was a very pious Brahmin, он был очень благочестивым браманом, always thinking of Krishna. всегда думал о Кришне, And he had no possessions, и у него в собственности ничего не было, only a pair of kopans. только пара каупин. He washed his kopans by the river. Он мыл свои, стирал свои каупины на реке, One mouse came пришла мышь and stole the kopans. и украла каупины. He was very embarrassed. Он очень смутился. He begged some more cloth. Он стал попрошайничать, выпросил еще одежды. It was a very traumatic situation. It was a very traumatic experience for him. Для него это был очень травматичный опыт. He decided, I'll never be embarrassed like this again. И он решил, что больше я не буду переживать таких ситуаций. So he begged one cat. И он попросил, чтобы ему дали кошку, So the cat would protect his underwear when he was bathing. чтобы кошка защищала его нижнее белье во время купания. The cat began to meow. Meow, meow. Кошка начала мяукать. He had to get him some milk. Ему пришлось достать молока. There were no grocery stores. Молочного магазина поблизости не было. So he had to get a cow. Поэтому ему пришлось завести корову. But it was milking cows is too technologically complicated for him. Но доение коровы для него было слишком сложно с технологической точки зрения. He found one nice Mataji who could milk the cow. Поэтому он нашел одну хорошую матаджи, которая знала, как доить корову. They eventually got married. В конце концов, они поженились. She wanted some children Она захотела, чтобы у них были дети, to help her to milk the cow. чтобы они помогали ей доить корову. But then they needed a house. Потом им стал нужен дом, So the Brahmin got a job. поэтому браман устроился на работу. He was teaching meditation. Он учил людей медитации. But he needed a car. Им стала нужна машина, So he was teaching meditation at night to pay for the car. поэтому он преподавал медитацию ночью, чтобы заплатить за машину. So now he had 2 jobs. Теперь у него было 2 работы. He had a house. У него был дом, He had a car. машина, He had a wife. жена, He had 2 children. 2 детей, He had a cow. корова, He had a cat. кошка. All to protect his underwear. Все это для того, чтобы защищать его нижнее белье. So now life was getting so complicated. И вот жизнь осложнилась. He didn't know what to do. Он не знал, что ему делать. So he took his underwear off Поэтому он снял свое нижнее белье and he just walked away. и ушел. So the material world means we want shelter. В материальном мире мы хотим прибежища.
We want some comfort, we want some protection. Мы хотим комфорта и защиты. But ultimately, all these things fail. Но в конечном счете мы не добиваемся ни того, ни другого. But if we take shelter of the holy name, Но если мы принимаем прибежище у святого имени, and we take shelter of the knowledge of our eternal spiritual identity, и принимаем прибежище у знания о нашей вечной духовной сущности, if we become convinced that the real shelter is Krishna, если мы уверены в том, что истинное прибежище – это Кришна, then we can live in the material world under any circumstances and actually feel protected. то мы можем находиться в любых материальных обстоятельствах и чувствовать защиту. A devotee is abhayam, he's fearless, Преданный бесстрашен, because he knows no matter what happens externally, nothing is really happening to me. потому что он знает, что бы внешне не происходило со мной реально ничего не происходит. That I am the soul within the body, nothing can happen to me. Я душа, я не тело, и со мной ничего не может случиться. But I could wake up if I want Но я могу проснуться, если захочу, and resume my eternal relation with Krishna. и восстановить свои вечные отношения с Кришной. Or I can remain asleep, simply going from one body to the next. Либо я могу оставаться во сне, путешествуя из одного тела в другое, Trying to find some permanent, peaceful, happy place. пытаясь найти какое-то вечное место, где будет мир и счастье. But simply getting kicked around like a football from one body to the next. Но меня просто пинают из одного тела в другое. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu has given us this practice of Harinam Именно поэтому Господь Чайтанья дал нам эту практику Харинамы and a philosophy which will teach us how to take shelter of the holy names. и философию, которая говорит нам, как принять прибежище у святого имени. And if we apply it seriously within our lives, Если мы серьезно применяем это в своей жизни, then all our troubles will go away. то все наши проблемы уйдут, When we actually wake up to who we really are. и мы проснемся и станем тем, кем мы на самом деле являемся. When we actually become aware of Krishna, Мы станем сознавать Кришну, who's a reservoir of all attractive beauty, который является источником всех привлекающих качеств всей красоты, who has an ocean of love, кто является океаном любви, prema, премы, which is he can give to every living entity. и эту прему он может дать любому живому существу. Cheto Dharvanamarjana Bhava Mahagdava Davagnya Nirvapana. That it is an ocean of happiness. Это океан счастья. It is said that this material world, if you multiply the happiness we can obtain here 1,000 times, Говорится, что если счастье, которое можно получить в материальном мире, умножить на 1000, that happiness, it can be found on Indraloka. то такое счастье доступно на Индралоке. If you multiply that happiness another 1,000 times, Если еще на 1000 умножить это счастье, that's the happiness found on Mahaloka. то это счастье находится на Махарлоке. And if you multiply that happiness another 1,000 times, И если это счастье умножить еще на 1000, that's the happiness found on Brahmaloka. это счастье возможно найти на Брамалоке. And if you multiply that 1,000 times, Если его на 1000 умножить, that's the happiness found in Brahman. то это счастье в Брамане. But the happiness of Brahman realization Но счастье реализации Брамана is not even one atomic fraction не является даже одной частью атома, of one drop одной капли in the ocean of transcendental loving service to Krishna. океана трансцендентного служения Кришне. Therefore, we have a lot to look forward to. Поэтому у нас должны быть большие ожидания. Everyone is very fortunate who's chanting Hare Krishna. Каждый, кто повторяет Харе Кришна, очень удачлив. Bhagavan Jeev is the most fortunate. Он самый удачливый. And if we try to make others fortunate, Если мы попытаемся сделать других счастливыми, that fortune will increase the ocean of transcendental bliss. то все это счастье и удача, они будут увеличиваться в океане блаженства. Srila Prabhupada wanted a transcendental revolution, Шрила Прабхупада хотел произвести трансцендентную революцию, a cultural revolution, культурную революцию.
where one can utilize one's talents, whatever talent we have, в которой каждый бы мог найти применение своим талантам, какие бы они ни были. to convince Krishna, to preach Krishna's glories, Проповедовать славу Кришны, to organize for the preaching, организовывать проповедь, to provide the resources for the preaching, предоставлять ресурсы для проповеди, to serve in the preaching. служить в проповеди. That whatever we have, whatever talent, Какие бы таланты у нас ни были, art, music, dance, искусство, музыка, танцы, everything can be utilized in the transcendental cultural revolution. все это можно использовать в трансцендентной культурной революции. All headed up by the distribution of transcendental literature, И во главе этого стоит распространение трансцендентной литературы, which are all windows into the spiritual world. которые являются окнами в духовный мир. All to convince people that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Все это для того, чтобы убедить людей, что Кришна — это Верховная Личность Бога. If people simply accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead, then our mission becomes successful. Если люди просто примут, что Кришна — это Верховная Личность Бога, то наша миссия будет успешна. And everyone can be utilized for that mission. И каждый может найти себе место в этой миссии. We can forget all about all our differences. Мы можем забыть о всех наших различиях. Someone likes globjamins. Например, если мы возьмем Someone глобджамуны, likes sandesh. кому-то нравятся глобджамуны, кому-то Someone likes сандеш, rascals. кому-то расагулы. There's no need to fight. Но сражаться из-за этого — это не причина для драки. Simply utilize them in the service of the mission to convince people that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Все свои наклонности мы можем использовать в миссии, чтобы убедить людей, что Кришна — это Верховная Личность Бога. That way the movement can engage everyone. Чем больше мы занимаем каждого, All the devotees in the movement, всех преданных в этом движении, even the other movements, the other Vaishnava movements, и даже другие движения вайшнавов, all united to convince people that Krishna is God. все вместе мы должны убедить людей, что Кришна — это Бог. Even other religions can also join in this movement. Даже другие религии могут присоединиться к этому That движению. there's one God, and His name is Krishna, and so many names. И есть один Бог, которого зовут Кришна, и у него много других имен. Then this movement will actually become successful, Тогда это движение будет успешным. and it can actually take over the world. И тогда оно может завоевать весь мир. Simply we have to give up our petty differences, Также мы должны оставить различия в заработке, utilize our energies in Krishna's service. использовать нашу энергию в служении Кришне. Yari Deka Tari Kaha Krishna Upadesh Amara Aga Guru Tar Hare De Hana Tare De. Whoever we meet, try to convince people that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Кого бы мы ни встретили, попытайтесь его убедить, что Кришна — это Верховная Личность Бога. And it's not difficult. Это несложно. One little girl, her name was Saraswati. Одну маленькую девочку, которую звали She Сарасвати, was 2 years old. ей было 2 года. The daughter of Shama Sundar and Malati Devi Dasi. Она была дочерью Шамасундры и Малаки Давидаси. They were living in India Они были в Индии with Prabhupada. вместе с Шрилой Прабхупадой. And sometimes little Saraswati would go up to people and ask them, do you know who Krishna is? И иногда маленькая Сарасвати подходила к людям и спрашивала: а вы знаете, кто такой Кришна? And if they said no, Если они говорили нет, little Saraswati, 2 years old, would say, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. маленькая Сарасвати, 2-летняя, она говорила: Кришна — это Верховная Личность Бога. And Prabhupada said that was perfect preaching. Прабхупада говорил, что это была совершенная проповедь. One day, one man came to little Saraswati Однажды один человек встретил эту маленькую Сарасвати and challenged her. и бросил ей вызов: Why are you chanting Hare Krishna? почему ты повторяешь Харе Кришна? So she took her little hand Она взяла свою маленькую and ладошку slapped him across the face. и дала ему пощечину. So Prabhupada said, this is Nishna. И Прабхупада сказал: вот это нишка. Fixed. Fixed. То есть утвердилось. No one could move Saraswati. Никто не смог переубедить Сарасвати. So we should preach like her. Мы должны проповедовать, как она. We should become fixed in our conviction that Krishna is God. Мы должны утвердиться в том, что Кришна — это Верховная Личность Бога. Our lives will become successful. Наши жизни будут успешны, And the whole world will become Vaikuntha. и весь мир станет Вайкунтхой. Hare Krishna.
Srila Prabhupada ki jai. Okay. Если вопросы. Вопрос, что значит открыть сердце Кришны? What does it mean to open your heart to Krishna? We have a free will. У нас есть свобода выбора. And we have a choice. У нас есть выбор. There are so many thoughts going through our minds. Через наш ум проносится множество мыслей. Hopefully some of them are about Krishna. Мы надеемся, что некоторые из них о Кришне. We can choose which ones to become attached to. И мы можем выбрать, к какой из этих мыслей привязаться. We become attached to the ones about Krishna. Если мы привязываемся к тем, что о And Кришне, allow them to enter into our hearts. и позволяем им войти в наше сердце, That's opening our hearts to Krishna. это означает, что вы открываете свое сердце Кришне. But Maya will always preach to us. Но Майя всегда проповедует нам. Why are you doing that? Почему ты делаешь это? Don't you love me? Ты что, меня не любишь? You have such a nice future. У тебя такое прекрасное будущее. Why are you giving it up so quickly? Почему ты его так легко оставляешь? Surrender to me. Предайся мне. I'll make you happy. Я сделаю тебя счастливым. Don't listen to this Krishna. Не слушай этого Кришну. So we have to make our decision which ones to allow into our hearts. Поэтому мы должны принять решение, какую мысль пустить в сердце. If we allow Krishna's words to enter into our hearts, then we'll become Krishna conscious. Если мы позволяем словам Кришны проникнуть в наше сердце, мы становимся сознающими Кришну. Otherwise, we just continue on with our anxiety. В противном случае мы просто будем пребывать в беспокойстве. Yes. Tough. No. Маharaj сказал, что в сати-йогу люди, вообще обусловленные души, были исполнены благочестием, могли сесть, медитировать, сказать, да? Почему так получается, что не все души освободились в сати-йогу? В сати-йогу все были благочестивыми, могли просто сесть и медитировать. Почему так получается, что не все души освободились в сати-йогу? Because not everyone was meditating. Потому что не все медитировали. There are those who are interested in self-realization in Sati-Yuga could easily make spiritual advancement. Тот, кто в сати-йогу был заинтересован в самоосознании, мог легко получить освобождение. But anywhere you go in the material world, someone is going to have some other interest. Но куда бы вы ни отправились в материальном мире, везде найдется люди, у которых какие-то другие интересы. Just like now we can chant Hare Krishna Как, например, сейчас вы можете повторять Хари Кришна, and more easily make spiritual advancement. и вам легче продвигаться духовно. But not everyone is going to take advantage of it. Но не все воспользуются этой возможностью. One time they asked Prabhupada, if everyone chants Hare Krishna, then the whole world will become vacant. Однажды Шрила Прабхупада спросили, а что, если все будут повторять Хари Кришна и весь мир опустеет? There won't be anyone to do all the work and everything. Никто не будет ходить на работу, ничего не будет делать. So Prabhupada said, don't worry. Прабхупада сказал, не беспокойтесь, There'll always be fools like you. всегда будут дураки, как вы. Чтобы избавиться от материальных привязанностей и общения с материалистами, надо прилагать сознательные усилия или просто надо искренне продолжать практиковать, и эта проблема сама отпадет со временем. Просто повторять свое имя, да, или что просто делать? Ну, продолжать искренне практиковать, пытаться. Or just continue practicing the process sincerely and these attachments will go away. No, we have to meditate on what to do. Мы должны медитировать на то, что нам нужно делать. We have to read Prabhupada's books very seriously. Мы должны серьезно читать книги Шрилы Прабхупады. And then, when we're in a situation
we have to remember those words. И в ситуации, в которой мы попадаем, мы должны помнить эти слова. We have to take shelter of the words in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Мы должны принять прибежище у слов Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам, So we can take shelter of them. чтобы мы могли принять прибежище у них. Guru napi vichalyate. And that even in the greatest difficulty, we'll still be under their protection. И таким образом, даже перед лицом величайшей опасности вы будете под их защитой. Without transcendental knowledge, Без трансцендентного знания neither there will be on one side detachment from the material desires we have, не будет ни отречения от материальных желаний, nor will there be attachment for the spiritual desires. не будет и привязанности к духовным желаниям. Therefore, we have to see with transcendental eyes. Поэтому мы должны видеть все трансцендентным зрением. Vidya vinaya sampane brahmani gavi hastini shuni chaiva swapake cha pandita samadarshana. That the learned sages, by virtue of true knowledge, the Ученые, humble sages, by virtue of true knowledge, смиренные мудрецы, обладая истинным знанием, see with an equal vision видя всех равными, the learned and gentle Brahman, являющиеся учеными браманами, the cow, видят одинаково ученого брамана корову, the dog, собаку, the elephant, слона and the dog eater. и собакоеда. We have to give up this mistaken identity Мы должны оставить это неправильное отождествление and accept that we're the Gopi Bharatu Parakamalayor, Dasa Dasa Anudasa. We're simply the servants of the servant of Krishna. и принять то, что мы просто являемся слугой слуги Кришны, That everyone is the servant of Krishna. что каждый является слугой слуги Кришны. And I should deal with them appropriately, И я должен правильно это понимать, as Krishna and as our disciple succession would want me to. понимать так, как Кришна и цепь ученической преемственности хотят, чтобы я это понимал. So if I gain the vision of what's going on in this world, Таким образом, обретая видение того, что происходит в этом мире, and how to reciprocate with all living entities appropriately, и как общаться правильно с другими живыми существами, so I can assist them in their service to Krishna. что как я могу помогать им в их служении Кришне, That I become nimitra matram bhavasava sachin. I can be a proper instrument in the service of Chaitanya Mahaprabhu and his mission. тогда я могу быть подходящим инструментом для того, чтобы выполнять служение в миссии Господа Чайтаньи. Then we can actually make tangible progress in spiritual life. И тогда мы сможем совершать реальный прогресс в духовной жизни. It is not a simply whatever happens, happens. Не то, что будь что будет. No, it depends upon our developing our transcendental vision, Нет, мы должны развивать наше трансцендентное видение, so that we allow Krishna to actually make it happen. поэтому мы должны позволить Кришне, чтобы так и случилось. If we surrender to Krishna, then as much as each one of us surrender, to that degree we can become a perfect instrument for Krishna. Насколько каждый из нас предается Кришне, настолько мы сможем стать подходящим инструментом для того, чтобы служить Ему. We have to consciously try to serve the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Мы должны сознательно пытаться служить миссии Чайтаньи Махапрабху. We have to learn how to do it appropriately. Мы должны научиться, как делать это правильно. November 1977, В 1977 году, just before Prabhupada's departure, перед уходом Шрилы Прабхупады, some Indian gentleman approached Srila Prabhupada. к Прабхупаде пришел один индус. And they asked Srila Prabhupada, Prabhupada, we want to talk to you alone. To talk to you alone. Пришло несколько индусов и попросил с глазу на глаз поговорить с Шрилой Прабхупадой, Not with any of your disciples here. чтобы никого из учеников не было. So Prabhupada said, all right. Прабхупада сказал, ну ладно. So at the end of the conversation, the disciples asked Prabhupada, what do these Indian gentlemen want? В конце концов, ученики спросили у Прабхупады, что хотели эти джентльмены. Prabhupada said they were asking who the next leader will be. Они спрашивали, кто будет следующим лидером. And I told them that
all my disciples will be the next leader. И я сказал им, что все мои ученики будут следующими лидерами. As much as they follow the previous leader, they become the next leader. Насколько они следуют, насколько они следуют предыдущему лидеру, они становятся следующим лидером. Not that I name someone as the leader. Не то, что я назначу кого-то лидером. I told them you can become the leader if you follow Я им the сказал, previous leader. что вы можете стать лидером, если вы следуете предыдущему лидеру. We may all have our services. У каждого из нас может быть какое-то служение. Someone may be a GBC. Кто-то может быть GBC, Someone may be a temple president. кто-то может быть президентом храма, Someone may be initiating spiritual master. кто-то может быть инициирующим духовным Someone may учителем, be a sannyasi. кто-то саньяси, Someone may be a Mataji living at home with her children. кто-то может быть матаджи, который живет дома со своими детьми. These are services to Krishna. Все это служение Кришне. But any position in the material world in itself doesn't mean anything. Но то положение, в котором вы находитесь, ничего не значит. What means something is how much we're actually offering those activities to please Krishna as Значит, representatives. значение имеет то, сколько усилий мы прилагаем в этом положении для того, чтобы удовлетворить Кришну и его представителей. If we learn the science of Krishna consciousness, Если мы изучили науку сознания Кришны, in any circumstance we can become a perfect instrument for Krishna. при любых обстоятельствах мы сможем стать совершенным инструментом служения Кришны. If we follow the previous authority, the previous acharya. Если мы следуем предыдущим авторитетам ачарьям, If we surrender to the previous acharya, in any circumstance, in any position, we'll become a perfect instrument. предавшись предыдущим ачарьям, при любых обстоятельствах мы будем совершенным инструментом служения. And a perfect servant of Krishna automatically is the perfect leader. И совершенный слуга Кришны автоматически становится совершенным лидером. So that everyone is supposed to learn. И каждый должен это понять. Chanaka Pandit says we have one moon, then it's more valuable than so many stars. Чанаки Пандит говорил, что у нас есть Луна, которая намного важнее любых At всех night the звезд. moon is shining in the sky, И подобно тому, как Луна сияет в небе, and the light of the moon, it's much more brighter than all the stars in the sky. свет Луны намного ярче, чем свет всех звезд. Therefore, Prabhupada wanted everyone to become like the moon. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы каждый стал подобен Луне. By learning the science of how to surrender, how to become a perfect servant of the previous acharyas. Поняв науку того, как стать совершенным слугой от предыдущих ачарьев. And that's open to everyone to do. И каждый может это сделать. If we simply serve, as Prabhupada says, with our tadbuddhiyas, tadatmanas, tadnishtas, tadparayana, gacchanyapana avritim, jnana nirduta kalmashaha. That's chapter 5. Text number, let's see, tadbuddhiyas, tadatmanas, so it's around 13. Глава 5, текст 13. May not be 13. Глава 5. Faith, mind, refuge are all fixed in the Supreme, and one becomes fully cleansed of all misgivings through complete knowledge, and thus proceeds straight on the path of self-realization. Глава 5, текст 17. Когда ум, разум, вера и упование целиком направлены на Всевышнего, человек, благодаря совершенному знанию, избавляется от всей скверны греха, и тогда перед ним открывается путь к освобождению. So if we learn how to surrender our body, our activities, Если мы понимаем, как задействовать наше тело, нашу деятельность, our minds, our feelings, наш ум, наши чувства, our conception of life, нашу концепцию жизни, our faith, нашу веру, and our refuge, we give them all to Krishna through his representatives. то тогда все это мы сможем отдать Кришне через его представителя. Then all the darkness within our heart will be dissipated. Тогда вся тьма в нашем сердце исчезнет. And the whole spiritual world will shine forth. И мы увидим сияние всего духовного мира. And will become a proper instrument to spread the Sankirtan movement. И мы станем должным инструментом для распространения движения Санкиртана. And there won't be any question, we'll be already back in the spiritual world.
и вопросов уже никаких не будет, мы уже будем в духовном мире.